Еще один очень частый вопрос – это вопрос про выгорание. То есть мы творческие люди, вообще люди, просто абсолютно в любом деле. Иногда делаем очень много, нам все нравится, все хорошо, и в какой-то момент мы чувствуем, что вот как будто выключается, мы как будто устаем, или что происходит вот в этот момент, и как с этим справиться? Вообще, если говорить прям строго терминологии придерживаться, когда произошло выгорание, это уже последний шаг. То есть, если человек выгорел, чаще всего он уходит из профессии. То есть он понимает, что все это уже не мое, я уже не хочу, он начинает заниматься чем-то другим. Поэтому задача поймать начало этого процесса и не допустить выгорания. А как понять, что вот это начало процесса? Есть совершенно конкретные симптомы. И к этим симптомам относится, там целый список, к этим симптомам, например, относится усталость от профессии, а относится то, что человек начинает раздражаться, он перестает радоваться заказам новым. Пытается избежать, да? Он пытается избежать клиентов, он пытается избежать, в зависимости от того, в какой сфере. Если мы говорим о вокале, мне неохота, я лучше не буду, я ищу повод отказаться, и этот повод всегда находится. Я не хочу развиваться в этом, у меня пропадает мотивация. Вот это уже то, на что имеет смысл обратить внимание и провести профилактику этого выгорания. А вот что сделать? Вот почувствовал, что у тебя вот такая началась вещь. То есть что сделать? Поможет ли, например, отдых просто какой-то, отстранение? Иногда помогает отдых. То есть на первых этапах, может быть, они действительно просто устали. Да. И это нормально. А вдохновение чем-то поможет? То есть, например, увидеть что-то, сходить куда-то? Тут надо понимать, что выгорание – это достаточно комплексный процесс. То есть он может состоять из разных элементов, и эти элементы у каждого могут быть свои. И хорошо бы провести такой чекап. То есть, что у меня там отреагировала таким образом, что я начала уставать от профессии. Что это может быть? Например, у человека есть какие-то убеждения, которые ему мешают. То есть это мнение, например, о себе или о других, о публике, которые снижают мотивацию. То есть, проведя такой генеральную уборку в своей голове, мы можем найти эти убеждения. К этим убеждениям, что чаще всего бывает вот из опыта моей работы. Например, человек считает, что он достиг потолка, что лучше он уже не сможет. Это убеждение, еще раз повторяю, это то, во что он верит в своей голове. Это совершенно не обязательно это так на самом деле. Или, например, убеждение относительно публики. Тут меня никто не понимает, я такой вот непризнанный гений, а тут все... Это тоже мешает. Если ты не уважаешь свою публику, то тебе не хочется выходить на сцену. И поэтому, конечно, мы любим людей, для которых мы поем. Даже если от этих людей мы не всегда получаем ту реакцию, которую хотели бы, но вот это вот к вопросу о том, о чем мы с тобой говорили, мы ищем своих, мы находим свою аудиторию. Но вот эти вот обобщения, например, я вообще не в той стране вот живу. Слово обобщение, это, наверное, вот одно из самых вот это вот вредных вообще, вещей. Есть, никогда, всегда. Да. Это все такие. Все такие, да. Вот это значит ограничивающее убеждение. Это плохо. От этого надо избавляться. Это индикатор ограничивающего убеждения, с которым надо, по крайней мере, работать. Надо просто даже заменить слова иногда полезно, да? Иногда просто отследить, что ты говоришь эти слова, и заменить их на, например, вместо «все такие», например, некоторые ситуации вот такие, а некоторые другие. Конечно, и мы понимаем, что так не бывает, чтобы все всегда, все или всегда, никогда, и ни никогда. за что. И поэтому есть убеждения, которые могут мешать. Вот мы проводим такую генеральную уборку этих убеждений. И если мы находим такие убеждения, можно просто с собой самим поспорить.
а действительно ли я достиг своего потолка? Да. Очень частое убеждение, знаешь, какое, Юль? Мне уже поздно. Это у нас любимое. Да. Мне же уже 25, 35, 45. Особенно это странно 55. звучит, когда человек говорит, мне уже 30 лет. Ты думаешь, Да, и тут тоже, во-первых, начнем с того, что мы достаточно далеко ушли от той эпохи, когда в 17 лет человек выбирал, кем он хочет быть, когда вырастет, один раз и на всю жизнь. да. И даже в те времена, и даже тогда можно было поменять профессию. Сегодня вот эта вот парадигма lifelong learning, Угу. парадигма поиска себя и поиска своего пути, понимания себя, она вообще предполагает, что пока мы не на смертном одре, нам еще не поздно. Вот так. Искать, меняться. Конечно, развиваться. Причем не развитие ради развития. То есть здесь есть еще один момент, такой квазиразвитие. Я все время в поиске, в потоке, в ресурсе. Я сейчас не об этом. Я о том, что если я понимаю, что я хочу петь, и мне неважно, 35, 45, 55 лет, я могу начать петь, Конечно. и я... что, мало возрастных артистов мы видим Тина на сцене. Тернер начала петь на большой сцене, когда ей было за 40. А до этого она всю свою жизнь посвятила людям, которые ее, мягко говоря, не очень уважали и портили ей жизнь. Да. И это было... И это было еще тогда, еще в те тогда времена. еще это тяжелее было, да. Сейчас... Поэтому мы всегда можем найти примеры тех людей, которые, да, и в других видах искусства то же самое. Толкин, который уже в пожилом возрасте написал свою главную книгу «Властелин колец». До этого его никто как писателя не знал. Да. Поэтому вот это убеждение, да, которое может вылезти, и с ним тоже можно просто поспорить. Поспорить очень просто. А есть ли люди, которым удалось сделать то, что хочу сделать я, Да. и если это удалось кому-то, а у нас тоже есть 2 руки, 2 ноги, голова, Да, и все уши, то же самое. да, то почему это не могу сделать я? И еще особенно в вокале, потому что я понимаю, что есть виды искусства, где, например, очень важно тело, скажем, танец или балет, например, да, конкретно. Ну да, то есть там или есть футбол, некие например, ограничения да. физические. То есть, когда футболисту уже тяжело тренироваться физически, вытягивать все эти нагрузки, да, то есть возраст определенный связан с определенными биологическими ограничениями. Хотя... Да, мы все помним Майю всегда. Плисецкую, которая сколько она, 2, по-моему, раза оттанцевала, то есть она 2 раза могла выйти на пенсию. Да, да. И всегда можно найти свой способ. То есть можно, допустим, отойти от какой-то конкретики и сделать свой вид балета, свой стиль, допустим, игры, там, свой стиль еще что-то. То есть всегда это же свобода. Конечно, конечно. Если человек, опять же, да, если человек хочет выразить, что-то сказать миру, он может это сделать в любом возрасте. Разными способами. Более в того, любом чем возрасте, старше мы да. становимся, Тем тем больше интереснее. нам есть что сказать. А еще в музыке-то ведь что классно, что голос не стареет. Он стареет уже вот совсем, когда совсем вот вам уже и жить тяжело становится в собственном теле. Вот тогда и голосу тяжело. Но если вам 50, если вам 60, у вас точно такие же абсолютно способности физические, вокальные. Если заниматься, если тренироваться. тренироваться. И если не тренироваться, 20-летний будет петь плохо. Конечно. Это не связано никак, это миф, это неправда, это не связано с самим возрастом. Конечно. Вот тут, если в голове все в порядке, если нету никаких отклонений умственных, если нет физических, если вы обычный нормальный человек, среднестатистический, как мы, то все обязательно будет получаться в любом возрасте. Конечно, и вот я возвращаюсь к теме выгорания, то есть что, с чем может быть связано выгорание? Оно может быть связано вот с этими убеждениями. Да. Имеет смысл над этим провести такую генеральную уборку этих убеждений. Что еще может, с чем еще может быть связано выгорание? С потерей смысла. Да, вот может быть, совсем жизнь завела вот в какой-то такой... Да, и что такое мотивация? Мотивация – это у меня есть ради чего это делать.
это про смыслы. Причем, когда мы говорим о смыслах, смысл это такое вроде бы громкое слово, да, и что такое смысл? Это какая-то великая миссия. Вот по поводу великой миссии, в принципе, каждый из нас может сформулировать и сказать эти громкие красивые слова. Но когда мы говорим вот на уровне профилактики выгорания, я имею в виду не миссию великую, хотя и ее тоже, а смысл каждого дня. Да. Смысл ежедневных занятий, например. Да, смысл выходить на сцену сегодня, даже если это очень маленькая сцена, и это очень маленькая аудитория. Для чего я это делаю? И смыслы, самые настоящие, которые нас на самом деле мотивируют, это маленькие смыслы. Да. Вот я сейчас вспоминаю, есть очень классный психолог Виктор Франкл. Это который прошел концлагерь, и который там, в концлагере, в Освенциме, помогал выжить таким же, как он, узникам Освенцима. И он написал потом несколько книг, очень классных, интересных. И его подход в психологии называется терапия смыслом. И он говорит о том, что, в частности, вот он вспоминает, говорит, кто выжил в Освенциме. Те, кто находил смысл каждого дня вот этого страшного, иногда, казалось бы, бессмысленного существования. То есть человек мог сказать, я очень люблю весну, я хочу еще раз увидеть солнце. И вот это его держало. То есть даже не мечта о победе над фашизмом. Понятно, что все они мечтали, что фашизм будет побежден. Но это великая мечта, она не держала каждый день. Каждый день держала то, что вот я хочу дождаться солнца. Сегодня нет солнца, значит, надо дожить до завтра, до послезавтра. И вот так вот они жили, да. Находя маленькие смыслы. И вот в нашем творчестве тоже я почему занимаюсь музыкой сегодня? Я почему тренирую почему ритм? Я играю гамму Почему сейчас? я играю гамму Зачем? сейчас? Что она мне даст? То есть Свободу. Это не автоматические действия, а это понимание, это осознание того, ради чего я это делаю. Ты знаешь, я эту тему изучала, и я знаю, что есть такой гормон дофамин, который выделяется во время получения результата. То есть дофамин – это, по сути, гормон мотивации. Гормон результата. И, соответственно, дальше идет результат. Вы получили, все вышло, и после этого вы получаете энергию, и на этой энергии вы можете двигаться дальше. Это как двигатель нашей психики, и вот по это сути. То самое искусство маленьких шагов. Да. И маленькие результаты, они тоже радуют. Обязательно. Это те самые маленькие шоколадки, психологические шоколадки, которые мы получаем. И они помогают нам не выгореть, потому что когда у нас есть большая великая цель где-то там... Большая шоколадка в небе, Большая шоколадка в небе, то я понимаю, что еще есть путь идти до нее. Да, и так вот тяжко становится, какой-то может, я лучше сейчас прокрастинирую, полежу на диванчике, кактус пополиваю, что-то такое сделаю попроще. Да. Поэтому можно, вот у моего друга-психолога есть это любимое выражение, есть слона по частям. Я его не очень люблю, мне всегда жалко слона, в этот момент. Но искусство маленьких шагов. Разделяй и властвуй, это про это? Ну, почти. Искусство маленьких шагов, я это называю так. Тоже очень хороший способ профилактики выгорания. Еще, что очень важно, наверное, сказать, есть такой ресурс, внешний ресурс, который называется ресурс социальной поддержки. То есть это быть среди своих. Да, это очень важно. И это очень важно для профилактики того самого выгорания. В контексте того, о чем мы с тобой сегодня говорим, это сообщество, это не только то, что тебя поддерживают близкие, друзья. Поддержка близких очень важна. Но иногда бывает, что близкие не поддерживают. Такое часто встречается. Например, мама или папа говорят, что ты ерундой занимаешься. Как Джордж Майкл говорил, что ему папа говорит,
что ты себе выбрал, какую специальность? Петь он хочет. Все хотят петь. Да. На что Джош Майкл сказал: папа, все хотят петь, когда им 14, а когда им 20, хотят петь только те, кто действительно хочет петь. Ну, я боюсь, что я там немножко переврала с датами, но примерно в этом был смысл его ответа отцу. Я говорю о социальной поддержке профессионального сообщества. Да. То есть общаться с такими же, как мы, музыкантами, художниками, людьми искусства. Чувствовать, что ты не один. Ведь мы социальные животные. Конечно, мы социальные животные. Да? Почему бы не так? Да? И очень сильно помогают конференции, да, всевозможные встречи, форумы, да. Где люди приходят, делятся какими-то своими мыслями. И где они чувствуют себя в безопасности, что не будет здесь никакого давления, здесь все свои, гнобления, не знаю, там каких-то вот этих вещей. То есть, если тебе кто-то что-то скажет, то это будет с позитивной и с как бы смысловой нагрузкой. То есть... Сюда же относится обучение, да, сюда же относятся мастер-классы. Да. Да. То есть периодически надо выходить из своей скорлупочки и общаться с миром. Причем с миром именно профессиональным. Да. Но существуют и другие способы работы с выгоранием. Вообще это очень интересная тема. У меня даже есть тренинг свой авторский именно профилактики профессионального выгорания. Несколько раз вот за последнее время у меня этот тренинг заказывали дизайнеры, потому что вот среди дизайнеров тоже этот момент есть. Кажется, что, кажется, у меня творческие идеи закончились. Да, они не закончились. Нет, они... Это ресурс неисчерпаемый, просто это вопрос общения с собственными ресурсами. Да, это как будто какие-то дверцы просто закрылись и не дают выйти этому. А на самом деле... По какой-то причине мы сами закрыли эти дверцы. Мы просто должны увидеть причину, и тогда... Но будет... самые общие моменты, вот я и сказала, ограничивающие убеждения, отсутствие социальной поддержки, то есть человек варится в чем-то своем, и потеря смысла. Да, вот по поводу социальной поддержки. Это настолько важная вещь, что люди привыкают иногда к тому, что вот у них есть, и думают, что так и должно быть. И когда ты оказываешься вот в этой вот сфере, где есть социальная поддержка, ты чувствуешь, как будто у тебя появляются как будто крылья. Конечно. Потому что это коллективная вещь, она сильнее, чем просто индивидуальная. Помнишь, как ты рассказывала про то, как ты приехала в колледж в Англии? Да. Это же было именно об этом. Ты там нашла своих, и ты там поняла, что ты не просто не белая ворона. Да, я еще своих здесь нашла. Да. Я их везде нахожу и очень этому рада. И все мы находим. Да, и все мы находим, и мне было очень приятно найти своих на другом конце планеты, ну, не совсем другом, но все-таки чуть-чуть подальше, да. И это было очень здорово найти людей среди других культур, среди других стран, других языков, других национальностей, других вообще убеждений каких-то. Конечно, и увидеть, что мы настолько все похожи и настолько все одинаковы в хорошем смысле, что мы вот имеем вот такую большую общую вещь, как творчество, музыка. Вот для меня, как для творческого музыкального человека, было это просто фантастически зайти в колледж. То есть ты и творческий, и музыкальный. И творческий, и музыкальный, и человек еще при этом. Представляешь, общественное животное. Умудрилась, да? Общественное животное, социальное общественное животное. И окультуренное слегка. И знаешь, для меня было таким просто настоящим кайфом зайти в это помещение и увидеть портрет одной из моих самых любимых певиц, это Энн Мари. Она сейчас очень популярна в Британии, вообще, в принципе, в мире. Я ее тоже очень люблю. Она очень классная, да. И она тоже занималась карате, как я. Но у меня вот только синий пояс, а у нее черный, представляешь? Вот представляете, какие люди целеустремленные. Это невозможно, просто круто. И увидеть ее портрет, и она вот так стоит, и вот так вот словно приветствует меня. И я так... Это очень круто. И важно именно почувствовать связь. И важно не только ждать эту связь, но важно и давать эту связь. То есть, если вам одиноко, начните с себя, начните кому-то помогать, правильно?
начните кому-то с кем-то общаться сами. То есть у нас люди многие ждут, когда им, да? Вот они... Ты знаешь, да, то есть если вот об ожидании, я вообще это называю, ну, если совсем жестко, это можно назвать позиция жертвы. Да, да. Но слово жертва, оно сразу так отталкивает. Просто дело в том, что мы можем выбрать две стратегии жизни. Это всегда выбор. То есть это не тип личности, это выбор, который мы совершаем ежедневно, ежесекундно. Я выбираю самому строить свою жизнь или со мной происходят события. Да. Вот есть люди, с которыми постоянно что-то происходит, с ними случается что-то. Их принимают или не принимают, их там обижают или любят. Они попадают в какую-то атмосферу, где с ними что-то происходит. А есть люди, которые создают эту атмосферу, вот второй вариант, пространство. Он легче. Он легче, он потому что он результативнее. Тут больше контроля, да, тут больше управления ситуацией, и в данном случае, опять же, да, вот если мы возвращаемся, к примеру, с критикой, меня критикуют, что я с этим могу сделать? Вот, да, то есть не так, что все, руки опустились, а что я могу сделать? Там я могу, проигнорировать, б, удалить, сагрессировать, да, в, с, подумать, может, что не так. Может, что не так. Да. Д. Пойти к эксперту и спросить экспертного мнения. Да, так или не так. То есть вот это позиция деятеля, это позиция субъекта. Г. Забыть про это. Про Г лучше забыть, конечно, да. Вот. И еще, друзья, хочется сказать, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где само по себе так получилось, что у нас сформировалось сообщество музыкальное, и не только музыкальное, творческое. И в этом телеграм-канале не только я рассказываю о музыке, делюсь какими-то вещами интересными, какими-то новостями, какую-то информацию, но еще и мы, кстати, будем проводить в конце месяца, в конце октября, творческий марафон, где мы будем знакомиться. То есть мы такое уже делали. Замечательно, да, и все, кто хочет участвовать, выкладывали все, что они делают. То есть это не обязательно музыка, и мы знакомились, мы общались, мы находили друг друга. Представляете, как это здорово? Мы поддерживаем друг друга. У нас очень такой сейф, безопасное, скажем так, пространство, где я очень сильно слежу за тем, чтобы мы уважительно друг к другу относились. Я такой модератор добра. Причиняешь добро. Стараюсь причинять добро. Если кто-то начинает что-то... допустим, как-то какие-то проявлять такие негативные эмоции, мы стараемся как бы успокоить человека, помочь ему, да, и вот это очень важно, вот в таком пространстве находиться. Поэтому, друзья, внизу есть ссылка на телеграм-канал, и приходите к нам, у нас здорово, у нас классно, и мы просто будем стараться делать это еще и еще, потому что этого очень сильно, на самом деле, не хватает. Да, мы живем в очень хорошее время, когда ту самую социальную поддержку, общение мы можем найти как офлайн, так и в сети. Да, да. У нас, опять же, больше возможностей, больше опций. И это здорово, и даже если вы живете где-то в маленьком городе, и вам кажется, что вокруг вас, в вашем доме нет ни одного человека, который разделял бы ваши ценности, этих людей можно найти, и да. Это, конечно, очень здорово. Да, это очень важно. Друзья мои, и, кстати, Инна проводит консультации, и для наших подписчиков Инна находит время. Я знаю, Инна очень занятой человек, постоянно некогда даже пойти и попить чаю. Вот у нас чай стоит, а мы его не пьем. Гречишный чай, да. Потому что некогда. У нас очень такое гостеприимное здесь пространство, это наша мастерская, в которой происходят и психологические встречи, и дизайнерские, и художественные. И мы здесь играем на пианино. У нас есть пианино, у нас здесь есть музыкальные инструменты, здесь проходят квартирники. Да. В этом пространстве я провожу свои консультации, те, которые офлайн, но онлайн я тоже работаю. Да, друзья мои, если вы хотите с Инной поговорить, если вы хотите решить какой-то вопрос, и вот есть задачи, которые вам надо решить, вы не можете решить их самостоятельно, нужен психолог, который разбирается в творчестве, который работает уже
с такими творческими профессиями. Это Инна. Пожалуйста, обращайтесь. Внизу есть ссылка на телеграм-канал и ссылка на мой аккаунт. Вы можете написать мне. Инна моя подруга, мой лучший друг. А давай так договоримся. Если кто-то написал тебе, да. То я скажу волшебное слово, да. которое ты передашь своим подписчикам. Да. И сказав это волшебное слово, они получат скидку. Это называется промокод. Это называется промокод, да. Да. По этому промокоду можно будет получить скидку на консультацию. На консультацию, потому что друзья должны поддерживать друг друга. Друзей. Мы же только что говорили о социальной поддержке. Да, и можно будет задать все интересующие вопросы, и обычно, честно говоря, вот один раз поговоришь с Инной, и потом уже надолго хватает, ты уже понимаешь, что дальше вот с этим всем делать, потому что все прям... Но вообще психолог, современный психолог, это уже не оплачиваемый член семьи, которому ты ходишь годами, рассказываешь про все свои бедный психолог. Травмы. Ну, нет, знаешь, есть такой анекдот, когда умирает старый психолог и говорит: тебе, мой старший сын, я оставляю свою виллу, тебе, мой средний сын, я оставляю свое Феррари, а тебе, мой младшенький любимый, я оставляю своего клиента, благодаря которому ты еще на долгие годы обеспечена виллами и Феррари. Да. Вот, на самом деле это уже немножечко такое традиционное представление о психологии, современная психология. Ну вот я, по крайней мере, приверженец краткосрочных методов. Как я тоже люблю вот прям объяснить, проанализировать, показать, и, пожалуйста, вы можете с этим Потому что уже... у человека есть все ресурсы да. для того, чтобы двигаться. И психолог — это тот человек, который помогает эти ресурсы актуализировать, и дальше можно двигаться. Да, да. Друзья мои, давайте мы кое на какие вопросы ответим, потому что на большинство вопросов, которые были в телеграм-канале, мы ответили в процессе общения, я думаю, да, и есть вопросы, прям вот про страх сцены были вопросы, мы вам рассказали, как с этим быть, да, обратная связь от слушателя, когда отсутствует. Это тоже связано с тем, что это не всегда, как бы надо понять, это чья, как бы, задача. То есть иногда вот вы находитесь с публикой ВКонтакте, но вы не то им даете и не то получаете. То есть у вас очень хороший психолог, она все может сказать сама. Я просто много лет, да, ребят, я много-много лет работала с публикой, с аудиторией, с абсолютно разнообразной аудиторией. И первое, что надо делать, это посмотреть на публику и понять, зачем ты им нужен. Ты знаешь, я еще добавлю один момент. Повторюсь немножко, что общение с аудиторией — это коммуникация. Если мы говорим об отсутствии реакции от аудитории, тут опять же надо помнить, что это коммуникация. На каком этапе эта коммуникация была нарушена? Что это может быть? Например, в любой коммуникации есть определенные коды, которые человек выбирает для того, чтобы донести свое сообщение. Тот язык, на котором мы говорим. Язык музыки, язык слов. То есть, возможно, это действительно не та аудитория. То есть это люди, которые не так считывают то, что вы им говорите. Люди, которым не нужно то, что вы говорите. Да, то есть, например, элементарно, когда вы поете фоновую музыку на какой-нибудь встрече, конференции и так далее, где люди пришли пообщаться друг с другом, а вы музыкант, который создает атмосферу, правильно? И здесь очень важно не перетягивать на себя одеяло. не ждать Более лишнего. того, вот я, например, сама, будучи периодически посетителем ресторанов, да. или участником каких-то форумов или конференций, я могу даже раздражаться, если музыка слишком громкая. Я тоже. Я хочу подойти и фейдер вот так убавить. Да, то есть, может быть, сейчас у человека просто другая цель. Да, и когда вы начинаете учитывать цели других, вас начинают уважать и любить. Конечно. И к вам в конце подходят и говорят: так было классно, так здорово, спасибо. Так тихо, спасибо. Да, то есть, допустим, человеку сейчас надо, чтобы было тихо. Или, например, человек не готов к той музыке, которую вы ему даете.
ну, например, он просто не любит такую музыку. То есть танцев не будет? Да, танцев не будет, например. Хотя бывает так, что вот я вспоминаю на одном фестивале, который мы делали, мы специально перемешивали жанры, чтобы человек, который, например, пришел послушать рок-музыку, он вдруг, проходя мимо площадки, на которой играют классику, а вдруг он остановится и заслушается, если это классно, если это талантливо. И это очень приятно, да. Когда стоят 14-летние мальчишки, слушают хор, и у них слезы на глазах, потому что это круто, это классно, потому что это очень красиво, на open air поет хор. Ну, вот я сейчас немножко ушла в сторону, но я о том, что, может быть, от вас ждут чего-то другого. Да. Может быть, люди просто не готовы к той музыке, которую даете вы. Может быть, дело в вас, может быть, имеет смысл поработать над собой, над стилистикой, над имиджем, в конце концов. Да, много нюансов. Потому что иногда бывает так, что человек очень много вкладывается в свое мастерство и не обращает внимания на то, как он выглядит на сцене. Да. Или наоборот. Или наоборот. И это перекосы, они всегда сказываются на коммуникации, конечно, правда? это всегда баланс. Поэтому здесь важно понять, а в чем причина отсутствия реакции аудитории. То есть, с одной стороны, я, конечно, могу идти к своей цели, не обращая внимания на то, что этой реакции нет. А с другой стороны, помните, мы все в детстве играли в эту игру «Тепло-холодно». В чем суть игры? Вот если, Юлечка, ты загадала вот эту чашку, и я пошла ее искать вот туда. Да. Что ты мне скажешь? Холодно. Холодно. Но я же в этот момент не буду останавливаться, плакать, посыпать голову пеплом и говорить, как же холодно, мне же, я хочу идти туда. Нет, я спокойно развернусь и буду, слушая тебя, идти туда, где теплее, пока не найду свою чашку с вкусным чаем. Вот и здесь то же самое. Это обратная связь. Да. И если обратная связь холодно, то надо подумать, может быть, сделать что-то еще, чтобы стало теплее. Может быть, это где-то в другом месте что-то я не вижу. Да. И в этом гибкость. А гибкость – это один из факторов, которые помогают успеху. Если то, что я делаю, не приносит результатов, значит, я должен сделать это чуть-чуть иначе. Да. Как-то по-другому. Да. И дать себе право быть разным. Да, это очень важно. И один из самых таких важнейших моментов, вот даже я, сколько много я выступала с разными коллективами и так далее, в разных условиях, в разных абсолютно задачах, да, я поняла одну вещь. Нужно уметь совмещать, с одной стороны, желание людей, с другой стороны, не идти 100% на поводу, а уметь слегка привносить что-то новое, как вот ты говорила про, допустим, изменение жанра, что-то необычное. Да, и это вообще, это еще одна очень интересная дозировать тема. как бы баланс вот этого. Я одно время занималась прям отдельно как темой имиджем. Психологии имиджа, то есть имидж не только внешний облик, а более глубоко на уровне психологии. И у любого успешного имиджа тоже есть несколько этапов. Первый этап – это понять свои сильные и слабые стороны, адекватно, реально понять свои точки роста и уникальности. В чем я уникален, какая моя индивидуальная, интересная особенность. Это такая тема, о которой можно сделать отдельное видео. Обязательно. А давай мы сделаем отдельное видео прямо об этом, да? Как-нибудь. Давай. И еще там есть тема различных типажей, сочетаний черт характера. Это очень интересно. В артисте. Это очень интересно. Это то, о чем мы говорили с тобой, да? Вот прям недавно. Да. И я думаю, что это многим будет интересно, если мы прям посвятим этому. Почему бы и не посвятить? Да. Итак, это первый шаг. Это только первый шаг. Второй шаг – это понять то, что ждут люди. Да. То есть оценить ожидания. Быть, вот это вот слово «модный», это ведь не… Это хорошее слово. Говорить с людьми на их языке. И если я увлекаюсь только первым шагом, игнорируя второй, это будет,
уникальный, индивидуальный человек, но может быть неинтересный никому. Да. Это как раз-таки вот те люди, которые, может быть, делают что-то уникальное, но на языке, который никто не может понять. Ну, опять же, кроме его бабушки. Да, ну хотя бы так. Хотя бы так. Есть перекос в другую, во вторую сторону. Когда человек пытается угодить всем и теряет себя. Да, и это вот артисты-однодневки, которые, мы их даже не запоминаем, они могут быть даже модными, но очень короткий непродолжительное время, да. Или группы, в которых постоянно меняются исполнители, и мы даже не замечаем, что там одна исполнительница заменена другой исполнительницей, потому что это просто, ну вот стандарт, да. Это некий шаблон. И есть артисты с большой буквы А, вот как ты меня сегодня представила с большой буквы П, а артист с большой буквы А или музыкант с большой буквы М, да. это тот, кто совмещает. Вот разве мы можем сказать, что, например, Майкл Джексон был не модным и непонятным, он был и модным, и понятным. Да, или Фредди Меркьюри. Или Фредди Меркьюри, но это были люди уникальные. Да. И вот это сочетание, баланс между моей уникальностью и моей понятностью, ну, это и есть имидж. И ответ на вопрос по поводу реакции. Да, по поводу реакции. Да. Где перекос, где не так. Да. Я смотрю вопросы, друзья мои, и есть вопрос, вот мы уже, так, сейчас, подождите секундочку, так, это мы ответили. Как много мы ответили. Да, вообще много ответили. Мне не задавали этих вопросов, а я на них отвечала. Потому что... это просто из опыта консультирования. Потому что мы все очень одинаковые, правда? Нет, мы все очень разные. Мы все одинаковые в своих различиях. Мы все очень, да. Мы все одинаково умеем выносить мозг психологу. Психологу очень сложно вынести мозг. Вот это, кстати, это очень хочется этому научиться. Есть вопрос, очень важный вопрос, я считаю. Как не потерять мотивацию ребенку, если в музыкальной школе не принято хвалить за успехи, а в дневнике всегда только замечания? При этом ребенок отличник. Это проблема, и мы недавно общались, я прям вчера общалась с прекрасными моими коллегами, среди которых заслуженный артист республики, и это люди бесконечно просто преданные делу и людям, и детям, которые работают в сфере, я даже скажу, вынуждены работать в сфере официального музыкального образования, где не приветствуется индивидуальность, где тяжело очень быть вообще не таким, как вот сказали. И вот эта система, она очень часто мешает просто детям. Вот им говорят, например, что все плохо, 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 а что хорошо, не говорят, и ребенок начинает переживать, и вообще это очень непросто. Как вот детям быть? Например, сколько там лет, может быть, 10 лет, там, 9, 11, 12? Здесь тоже это, конечно, действительно проблема. И вопрос это глубокий, то есть на него можно делать отдельный эфир. Сейчас я постараюсь кратенько сказать, что система есть система, любая система неповоротлива. Любая система достаточно устойчиво сопротивляется изменениям, хотя и внутри этой системы есть совершенно гениальные учителя, которым удается и заинтересовать ребенка, и сделать что-то интересное. Поэтому вопрос мотивации, он глубокий, он сложный. Что тут можно сказать? Во-первых, если уж прям все очень тяжело, всегда есть возможность поменять музыкальную школу. Очень часто не могут поменять музыкальную школу, потому что она одна в городе, например, да, а ребенку просто нужно там быть, чтобы участвовать в конкурсах, потому что если ты... есть еще один момент, найти дополнительную мотивацию для ребенка. Да. И вообще, когда у меня спрашивают о формировании мотивации, я обычно говорю, что формирование мотивации – это вопрос не к психологу, это скорее из области педагогики, потому что в педагогике занимаются воспитанием. Мы используем обычно другой термин – социализация. Социализация – это более спонтанный процесс. Там нет целенаправленного такого, вот я посадил ребенка, и я его
формирую, да, я на него воздействую. Психологи рассматривают процесс немножечко по-другому, под другим углом. В какое общество, в какой социум, в какую среду надо попасть ребенку, чтобы у него возникла эта мотивация. То есть какое-то дополнительное к этому, что дополнительные мотивирующие факторы, да, какие-то дополнительные люди, да? поддерживающие факторы. Вот то, о чем мы сегодня говорили, когда говорили о выгорании, это все касается и ребенка. И когда родители, например, спрашивают, а что мне сделать, чтобы ребенок захотел заниматься музыкой? Но это точно так же, как что сделать, чтобы ребенок захотел читать. Читать самому, да. Обсуждать эти книги. То есть в семье, где увлечены музыкой, да. ребенок, скорее всего, тоже будет увлечен. Да, несмотря на сложности, которые есть в системе. Есть в музыкальной школе. Да. Да, ребенок есть ребенок может уставать, ребенок может переживать. И здесь мы, конечно, учитываем, что эти негативные эмоции, которые ребенок испытывает, их тоже надо легитимизировать, то есть позволять ребенку расстраиваться. Ему можно обижаться на учительницу. Да, и обязательно, мне кажется, надо объяснить, что вот учитель всегда прав, это не хорошая Можно объяснить, установка. Что люди все разные, все имеют право на неудачу. Да, учитель иногда бывает и не прав. И ты имеешь право на неудачу. И ты имеешь право сомневаться в этом. И учитель имеет право на неудачу. Да. И все имеют право на ошибку, и ты. И просто надо учитель. думать и смотреть, и анализировать, как-то учиться, да, как-то вот. И создавать дополнительную мотивацию. Да. Это так, потому что по большому счету мы не можем поменять некоторые обстоятельства. Если можем, мы их меняем. Некоторые не можем. Я очень люблю эту метафору, я ее всегда использую. Помните, в школе на уроке математики нам давали задачки, где было условие «дано». Дано, вот из пункта А в пункт Б выехал поезд. И мы же не говорили тогда, а можно этот поезд не поедет в пункт Б? Мне что-то не нравится, что как он едет, этот поезд. Мы брали задачку, и в чем состояло творчество? Вот в этих условиях найти наиболее эффективный вариант решения. Вот в данном случае то же самое. Если мы не можем поменять школу, если мы не можем поменять учителя, значит, надо понять, как в этих условиях, уже не обсуждая эти условия, потому что мы таким образом силы, не тратя выматываем энергию. Очень себя. Да. Каждый день обижаясь на одно и то же. Да. Просто понять, да, вот это условие задачки, вот это дано. Как сделать так, чтобы моему ребенку было хорошо? Дополнительные мотивирующие факторы, стимулы, какую-то поддержку, допустим, какие-то поддерживающие действия совершать. Да, то есть это могут быть какие-то концерты, на которые можно сходить или съездить, какие-то видео, которые можно вместе посмотреть. Может быть, люди... действительно, если в школе он занимается классикой, то помочь ему увлечься современной музыкой. Показать, что есть еще, и просто расширить, да, вот это вот. Что музыка – это очень большой мир, что это не только то, что сказала тетя Клава. Да, в школе. Ты изучаешь в своей школе. Да, тетя Клава, не обижайтесь. Следующий вопрос, друзья, да, вот тут задают про силы и мотивацию, мы так много об этом говорили, это классно, я думаю, что мы ответили на эти вопросы. Очень важная тема. Прям вот люди пишут, выпадаю из жизни, и мы прям вот, да, то, что мы хотели, мы рассказали. Люди, которые стесняются показывать кому-то свой результат, в принципе, мы частично тоже затронули эту тему. Да, это вопрос реакции на критику. Да, это вот то, что касается и взаимодействия с аудиторией тоже, да, если мы понимаем, что мы знаем, что аудитория любит, допустим, рок-музыку, ты пришел на рок-концерт, ты уже не постесняешься показать рок-композицию, это как бы примитивно, но да, и понимать, что если я получил не ту обратную связь, которую я хотел, это всего лишь сигнал холодно. Да, и просто надо подумать, искать, куда где идти дальше. Где тепло.
Дальше, вот вопрос такой, да, насколько сильно психологическое состояние может влиять на голос, на его свободу, тембр. Ну, я, как человек, который занимается голосом, могу сказать, на 100% может влиять. Когда Ну, а я как психолог со своей стороны это тоже поддержу. Более того, меняя голос, мы меняем Наоборот. психологическое состояние. То Да. есть это двоякий процесс. Вот представьте себе, что, например, вы волнуетесь. Когда человек волнуется, он начинает говорить очень Наверх да, поднимается наверх, он сдавливает дыхание, он уже там нет никакой опоры, да, вот то, что говорят вокалисты. И мы начинаем буратинить. Да, и задыхаться, И попробуйте, вот просто попробуйте в этот момент опустить голос вниз. Сделать диафрагмальный вдох. И почувствуйте, что происходит с вашими эмоциями. Это точно так же, это называется паравербальное общение. Я искала этот термин. Есть 3 стороны общения. Вербальное — те слова, которые мы говорим. Невербальное — это поза, мимика, жесты, которые выдают настоящие эмоции. То есть, если я, например, скажу сейчас, что я очень уверенный в себе человек, мы поймем, что это не так, да, потому что поверите. Невербальные сигналы говорят о другом. Потому что человек, который уверен в себе, он расправляет плечи. Попробуйте расправить плечи и в этот момент испугаться. Вам будет очень сложно это сделать, потому что физиология страха другая. Нам хочется стать меньше. Так. Поэтому, управляя телом, мы можем управлять эмоциями. И точно так же голосом. Управляя голосом, мы управляем эмоциями. Я скажу свой собственный опыт. У меня, когда я некоторое время позанималась вокалом, это была очень интересная практика для меня. Не потому, что я хотела быть вокалисткой. Я хочу быть психологом, и я психолог, мне нравится это. Но работая над голосом, я почувствовала, как сильно меняются мои собственные эмоции, как много уверенности добавляется, и эту уверенность считывают другие люди. То есть это опять об общении, это опять о коммуникации. Поэтому вокал помогает сохранять психологическое состояние. Да, и если у вас прекрасное психологическое состояние, у вас, соответственно, и вокал лучше. То есть это как такой цикл, который всегда можно поправить, просто осознанно начиная работать с голосом. Поэтому, пойдя к психологу, вы действительно можете поправить голос, а пойдя к вокальному коучу, вы можете поправить свое Внизу ссылки на мои курсы. Есть способ научиться петь, применяя все те самые психологические прекрасные навыки, которые есть, которые я применяю в своих курсах, и я всегда с удовольствием делюсь именно такими способами, которые позволяют научиться не вот так вот, чтобы прям вот было тяжело учиться, а учиться с удовольствием и учиться легко. И такие способы я применяю в своих вокальных курсах, о которых вы наверняка знаете. И эти курсы внизу по ссылке можно посмотреть, ознакомиться с ними. Многие из вас уже занимаются по ним, многие из вас уже что-то прошли. Есть отзывы, можно посмотреть, можно почитать, и тоже можно ступить на этот путь. И очень важно, чтобы это было обязательно приятно и обязательно, чтобы у вас получалось это. То есть вот то, о чем мы говорим, да, психологию, мы должны применять на практике. Вся психология — это сплошная практика, и когда у меня мои студенты-психологи спрашивают, где потом работать психологу, я обычно отвечаю, что где бы вы ни работали, вы всегда будете работать по специальности, потому что психология — это то, что пронизывает всю нашу жизнь. И когда вы эти методы, вот как я, например, сделала, я эти методы применяю в курсах, вы применяете в своем обучении, вы применяете эти методы в своей деятельности, тогда это становится действительно сильным и мощным. Идем дальше. Следующий вопрос.
Про перфекционизм. Это достаточно просто, я думаю, тема на сериал, да? Про перфекционизм. Да, это тема на сериал. Перфекционизм — это, с одной стороны, да, это очень интересная тема, с другой стороны, вот с чем я сталкивалась, что понимать под перфекционизмом. То есть некоторые под перфекционизмом понимают придирчивость. К самому себе. К самому себе и к другим тоже. И к другим я заодно. Такой перфекционист, я всех тут достану, буду проверять и буду слушать, не дай бог, волторны не взяли не ту ноту, да, там где-то расходимся. Весь концерт расходимся, да. То есть это вот эта придирчивость, она может быть связана с просто неумением человека получать удовольствие от жизни здесь и сейчас. Да. Просто кайфовать. То есть я слушаю музыку или я принимаю экзамен? И вот перфекционизм по отношению к самому себе, он тоже, если совсем кратко, то об этом же. Я наслаждаюсь своей дорогой в творчестве и в развитии своего мастерства, или я постоянно сдаю внутренний экзамен. И если вот есть это ощущение экзамена, можно остановиться и попробовать спросить себя, во-первых, кому я все время сдаю экзамен? То есть кто там где-то на другой внутри стороне? себя, да? Да, кто этот строгий экзаменатор внутри самого меня? И спросить этого экзаменатора, а почему ты так строг ко мне? Да. Чего ты хочешь? Причем постоянно. То есть понятно, что иногда когда ты практикуешь какой-то прием, ты себя оцениваешь, думаешь, так, вот сейчас было не очень, надо сделать вот так. Но это не должно быть постоянно, правильно? Конечно, то есть анализ — это одно, да. А постоянный экзамен — это другое. И еще перфекционизм — это значит, что внутри меня сидит какое-то убеждение. Например, я недостаточно хорош, мне все время надо прекрасное учиться. убеждение. Да. Или всегда есть кто-то лучше. То есть я всегда найду очень распространенная кого-то, кто тоже сделает тема. лучше меня. Да. Или, например, ты недостойна славы, ты недостойна успеха, ты или недостоин, да? Вот это убеждение, оно было вам когда-то полезно. Когда-то, может, когда вы были очень маленькими. Для выживания, да? Да, чаще всего, например, человеку вообще в определенных жизненных ситуациях, обычно в детстве, бывает удобно быть маленьким и беззащитным. И не высовываться. Ну, чтобы меня не наругают заодно, да? Конечно. А потом мы растем, ресурсов, ума у детей тоже достаточно, опыта, компетенций становится больше, а убеждение, оно поселилось тогда, в 5 лет, и осталось. И если я поймаю это убеждение, вы знаете, тут даже иногда не надо ходить к психологу, чтобы как-то прорабатывать это убеждение. Иногда достаточно просто его поймать, понять, что оно для меня сейчас не актуально, и отпустить. Да, увидеть его. Просто отпустить. И просто позволить себе жить без этого убеждения. И тогда вот эти рамки, которые устанавливает для нас перфекционизм, они расширяются. Потому что, по большому счету, а что такое развитие? Что такое вообще обучение, творческое развитие? Это когда я сталкиваюсь с каким-то ограничением, я понимаю, что мне туда идти страшно, и это нормально, я двигаюсь, я в определенный момент могу столкнуться с каким-то убеждением или с каким-то ограничением, пойму я, что я с этим столкнулся через страх. Мне будет страшно. Страх означает, что я подошел к определенному барьеру, к определенной границе. И что мне делать? Опять выбор. Либо я возвращаюсь в свое уютное пространство и не двигаюсь в этом направлении, в принципе, тоже обоснованно, если мне туда не надо. Либо, если я хочу развиваться, я через страх, через преодоление, через ограничения, которые ставят на меня перфекционизм, который проявляется тоже в виде страха и ограничений. Я иду дальше, я пробую по чуть-чуть, а вдруг получится. Как мы учимся водить машину? Да. Сначала страшно,
Потом я выезжаю на дороге, где мало машин, или я выезжаю с кем-то. На знакомую какую-то местность. На знакомую местность. И постепенно я расширяю свое пространство. Вот точно так же, если на меня давит мой излишний перфекционизм, я постепенно разрешаю себе чуть больше, еще чуть больше, еще чуть больше. Здесь нет никакого волшебства или какой-то мистики. Это постоянный выбор, это постоянная тренировка, и как в спортзале. Да, я же всегда об этом говорю. Как в спортзале. Да. То есть нет такого, что ты пришел, сделал 2 раза отжимания и такой думаешь, а что там не выросло ничего. То есть если это постоянно по чуть-чуть делать, то получаются большие результаты. Конечно. Но о них лучше не думать. Же, то самое искусство маленьких шагов. Да, то есть о них лучше не ждать их, не думать, а просто наслаждаться процессом, правда? Кстати говоря, в творчестве это вот особый вид деятельности, где мы наслаждаемся не только результатом, но и процессом. Да. Потому что в большинстве видов трудовой деятельности, да, мы можем любить процесс, но все-таки мы всегда держим в голове результат. А в творчестве есть процесс, от которого мы уже можем поймать кайф. Да. И вот это, конечно, вот то, что ты спрашивал в самом начале, в чем отличие творчества, я бы даже сказала, не творческой личности, а творческого подхода к жизни. Потому что, как сказал Ошо, мы можем действительно подметать двор очень творчески. Да. Наслаждаясь процессом, чего я вам и желаю. Замечательно. Друзья мои, сегодня с нами была прекрасная психолог и замечательный человек, который помогает людям, на букву П, да? Все прекрасные слова. Представитель прекрасной помогающей профессии психологов. Вау! И я думаю, что мы ответили на те вопросы, которые вы задавали в Телеграм-канале. Если вдруг у вас возникли еще вопросы, вы можете задавать их под видео, вы можете задавать их в нашем Телеграм-канале. Внизу есть ссылочки, приходите к нам. И Инна тоже участник нашего Телеграм-канала, она тоже читает ваши комментарии. Да, и я думаю, что мы сделаем еще дополнительные видео интересные на те темы, о которых стоит поговорить. И это будет прекрасно, это будет здорово. Мы надеемся, что мы сегодня раскрыли вам кое-какие маленькие хорошие секретики, которые позволят вам сделать вашу творческую жизнь легче, приятнее, продуктивнее, радоваться тому, что вы такие замечательные, вы можете делать такие прекрасные вещи, да? Да, конечно, большое спасибо вам за вопросы, за очень интересные вопросы. И я со своей стороны хочу вам пожелать очень интересного, очень творческого, очень яркого пути. Это может быть путь вокала, это ваш путь в музыке, ваш путь по жизни. И хочу пожелать получения максимального удовольствия от жизни и здесь, и сейчас, и потом. Да, чтобы все получалось. Пусть все получается, правда? Конечно, пусть все получается, и пусть получается у всех. У всех. Сегодня с нами была Инна Городецкая, меня зовут Юлия Кантонистова, мы с вами увидимся обязательно снова, и до новых встреч, пока-пока. Пока-пока.